Говорят, в Сан-Мишуно орудовал маньяк по прозвищу Снежки. Прозвище пошло не от тех снежков, о которых сейчас подумала извращенная половина. Дело в том, что на месте преступления детективы находили снежные шары. Представьте, что это они, у меня нету, только часы из Икеи. Преступника не нашли, а из-за запущенности полиции сами шары потерялись. И вот на эту историю натыкается Марио, наш увлеченный раздолбай. Он уже разоблачил секту, развенчал миф о призрачном доме и практически раскрыл личность неуловимого уличного художника Ангсти. Пришла пора сделать что-то действительно значимое для общества. Эй, нет, это не по сценарию, ты должен был найти снежный шар. Черт, если это еще более рандомная и долгая коллекция, чем плакат, я начну убивать. Хотя мы же устраиваемся в полицию, значит мне нельзя. Ну, только если преступник не темнокожий и не поддерживает оппозицию. Опа, снежный шар. Смерть. Как совпало. Я думал, меня только мой телефон подслушивает. Кстати, очень хорошо, что сейчас проходит блошиная ярмарка или блошиный рынок. И здесь иногда можно купить шары. Я их не вижу. Есть киоски, но все эти киоски с едой. Дело в том, что некоторые шары привязаны еще и к фестивалям. Да, их можно найти рандомно в коробке, но вместе с этим на определенном фестивале продается определенный снежный шар. Личность Ангсти мы так и не раскрыли, так что продолжаем над этим работать. И это новый плакат, новая улика. Прекрасно, это экземпляр одной из коммерческих работ. Что еще раз подтверждает, что Ангсти в миру работает дизайнером. Опа, снежный шар. Да, видишь, этот, который мы нашли, также можно купить на Омниконе. Но прямо сейчас, да, полиция. Служить и защищать. Тем и тех, кто больше заплатил. И из-за того, что мы начинаем так высоко, на 8-й ступени, если быть точным, нам нужно раскрыть 5 преступлений. То есть сразу в работу, сразу в месиво. Что ж, хорошо, я еще не слишком стар для этого дерьма. И заодно хочу показать один прикол с уликами. При этом, разумеется, не забываем про свои шары. Этот в лучших традициях Чернобыля. 3-й. Так, Саид, что такое я нашел? Самое дурацкое я не могу взять себе. Я люблю собирать трупы, видимо, но я не могу взять эту урну. А как хочется. Это что, часть здания или... Почему? Окей, давай посетим это место. Потому что знаете что? Там жила Роза. Наше второе поколение, в которое я играл, не помню, года 3 назад. Давай, хоть бы это она, хоть бы это она. Мы нашли Розу! Мы нашли Розу! Марио, детектив, отыскал, что случилось с его дальним родственником. Роза была президентом с такой кучей любовников, что когда они все проголосовали, она этим президентом и стала. Любители кружочков, я вам сейчас кое-что хочу показать. Это в телегу. Я туда на самом деле очень редко кружки записываю, потому что понимаю, что не всем удобно слушать голос и кружки, так что там больше текста и картинок. Но бывают и кружки, так что заходи. Я пока немножко на клавишных поиграю, потому что Марио должен уметь играть на музыкальном инструменте. И плакат повесим. Личность Ангсти вырисовывается. Есть! Пианино полностью освоено. А вечер этот мы проведем со своей женой. Еп, это продвигает нас по жизненной цели. Ровно как и свидание. За ними я и провел весь вечер. На следующее утро нам на работу. Но я надеюсь успеть по району пробежать и собрать еще плакаты. Может быть, мы наконец завершим коллекцию и... пополним нашу с снежными шарами. Как говорят крашеные парни, хочу больше шаров. И да, один новый плакат мы все-таки находим. Нам остается всего один. Потрясающе. Давай, находи шары. Я надеюсь, что там именно они. Супер, это еще и что-то новое. И еще один новый шар. Мне нравится, как новые коллекции закрываются быстро. А потом, когда тебе осталось 2 экземпляра, ты тратишь на них еще 6 часов. Коллекционирование. Ну все, отправляемся на работу. И в карьере детектива тебе всегда нужно отправляться на работу. Самостоятельно, если с ним будет уходить, он не повысится. Потому что в отличие от карьеры ученого, где тебе достаточно на дому делать изобретения, здесь... тебя рандомная женщина постоянно просит купить козу. Хватит! Это каждый раз происходит. У нас в участке завелась крыса, которая толкает коз. Так вот, в отличие от карьеры ученого, здесь нам нужно активно участвовать и раскрывать дела. Так что просто отходиться не получится. И первые дни обучающие. Сначала нам нужно получить дело. И вы говорили, что не обязательно этих челов поднимать со стула. Вроде как было какое-то обновление, благодаря которому можно просто нажать «Получить дело», и они уступят тебе место. И... О, реально получилось, честное слово, когда только вышел на работу, этого нельзя было сделать. Твой сим просто кричал типа: эй, я не могу подойти к компу, потому что комп занят. Теперь это можно делать, и это очень-очень круто. Можем ли мы подвинуть нашего начальника?
Начальник? А, это ты торгуешь здесь козами? Окей, это мы попозже распутаем. Сейчас нам нужно дело получить. И игра обучит тебя в любом случае, как работать детективом. Я не могу этого избежать, так что отправляемся на место преступления. Тебя просто сразу кидают в месиво. Под месивом я имею в виду некий дом, в котором так много улик, так много всего, что хватит мне звонить, я на работе, я полицейский, никаких свиданий. Мы просто собираем улики, и знаешь что? Не спеши из этого дома уходить, потому что дыра в том, что любые улики работают в любом деле. Да, ты вот сейчас можешь набрать их много, точнее нет, конкретно с обучения у тебя улики заберут. Но дальше, когда будут дела, ты на участках будешь находить улики. И после того, как привяжешь их к какому-то делу, раскроешь это дело, улики будут актуальны и для других дел. Несмотря на то, что связи между делами никакой. Так что максимум улик — это хорошо. И слушайте, очень крутой дом. У нас есть классный подвальчик. У нас, в принципе, все прекрасно. Это что? Это Evergreen Harbor? Правильно? Или это... А, это там, где школьники. Это Коппердейл. И да, все эти улики учебные... Стоп. Это не улика. Что ты тут втираешь? Я спрашиваю тебя о важных вещах. Какой еще день, как ясно солнышко? Заявление. Нашла место флиртовать. Мужа убили, она такая... Что ж, видимо, мне понадобится новый муж. Не будет терять времени. Мне плевать, что ты любишь собак. Просто опиши мне, кто это сделал. Все, супер, заявление добавлено. Мы можем отправляться в участок. 3 трупа я заберу. Хотя они мне даже не нужны. Это вот все вы со своим забором. Я приучился просто воровать урны и надгробия отовсюду. Я не буду использовать их в Нацобэре. Мне не нужны эти тела. Может, на лето сделать мерч с забором? Знаешь, легкие футболочки. Все-таки лягушки вам нравятся, худи. Меня сегодня просили. Оля, спасибо. Еще сделать худос. Так что, может, забор и будет. Но не в Нацобэре. Не в Нацобэре. Как одежда. Ссылка на мерч в описании есть. А я здесь продолжаю слушать подсказки от игры, которая говорит: так, теперь делай вот это, потому что, очевидно, ты не знаешь. Надо подсказать тебе. Это сложная игра, в конце концов. Не переживай. Ты разберешься. И я разобрался. Окей, давай вот теперь серьезно. Я проанализирую улики. Нужно 4. Потому что можно сделать 6, но 5 и 6 тебя всегда путают. Так что такая тебе подсказка. Когда играешь за детектива, просто выезжай, набирай максимум улик, а потом в каждое новое дело подшивай по 4 улики. Как мы уже выяснили, можно и улики с предыдущих дел, они сработают. За эти 4 улики ты получаешь некую ориентировку, выезжаешь, ловишь преступника. Еще игра сразу загружает на участок преступника, а остальных людей, которые будут путать, позже. Так что появляешься на участке, нажимай на паузу, и тот, кто там есть, это и есть преступник. Черт, зачем я рассказываю? Могу же показать. Это же главное правило кинематографа. Показывай, не рассказывай. Плохой Рома, плохой. Окей, проанализировал 3, потому что здесь, похоже, половина дела уже есть. И... Так, в смысле я не могу добавить улики? В обучении это так делается. Я забыл, очень давно обучение не проходил, поэтому что-то могло поменяться, что-то могло забыться. Внезапно через компьютер. Слушай, у нас тут детективы. И очень крутые детективы, должен сказать. Вау. У персонажа, которого мы выгнали, только что случилась истерика. Я его понимаю. Весь свободный компьютер был. Но мне принципиально было занять этот. Этот мой. Вот почему оно отличается. Это не наше дело. Супер. Теперь нас учат обращаться с заключенными. Точнее, теми, кто помещен здесь временно. Это что за отряд самоубийц? И да, чтобы все выполнить, остаемся допоздна. Времени в целом достаточно, но работа очень увлекательная. Карьера детектива одна из самых прикольных. Наверное, только актер нравится мне больше. И да, как-то мы вот жестко обыскиваем, там фотографируем, отпечатки снимаем, надо же представиться. И это, подожди, это у нас кто-то в тюрьме умер. Так, я не буду опасно шутить. Все-таки у нас чисто детское шоу с отсылкой на снежки, прям в интро. Кстати, да, всем, кто неделю назад в телеге увидел фотографию нового цвета и начал строить конспирологические теории, что это как-то связано с Нацобэри, да, я прям напрямую отвечу, что да. Это напрямую отсылка к тому, что у меня получилось разрулить огромное количество сложностей за неделю, и теперь я могу посвятить себя Нацобэри. А Марио может посвятить себя еде. Мы уже прошли сегодняшний день на золото. Своих дел нам не дадут. Наше обучение будет длиться, по сути, несколько дней, так что мы еще немножко в качестве интерна в этом участке, несмотря на то, что имеем
звание капитана, нам просто расскажут, как тут что. Поэтому можем не напрягаться до конца рабочего дня. Наши полномочия здесь все. Можно идти покушать. Это что? Ты как-то не так еду носишь. Парень, если еда вот так держится в блюде, наверное, не стоит этого есть. Но ладно, он голодный. Он просто голодный. Так, подожди, а против стаканчиков ничего нет? Эй, в смысле? Я сам не могу спать. У меня здесь сосед громко слушает музыку, и при этом другие соседи такие: вы плохой человек, мы этого так не оставим. Скажите этому, почему ко мне? Я могу применить оружие. Я могу применить оружие, я же офицер. Нет, Марио, спи, нужно переспать эту мысль, хорошенько все обдумать. В смысле, не допустить ее. На следующий день, как я и говорил, у нас продолжение подготовки. Тут нам рассказывают про улики, и мы можем заступать на дежурство. Долго, кстати, там можно не находиться, мы буквально приезжаем, выслушиваем наши возможности на дежурстве и уезжаем. Потому что мы ведь начинаем с 8 ступени, а игра учит нас, как будто мы с самого старта начинаем. Так что этих дежурств у нас просто не будет, они все позади. Мы капитан полиции, это не наша забота. Вот это наше дело. Улики и аресты. Так что выпускаем ориентировку, и если можем еще что-то добавить... Нет, мы ничего не можем добавить, так что выпускаем ориентировку. И хей, отсылка к 3-му сезону теперь. Потрясающе. Сегодня прям день отсылок, но да, я поставил игру на паузу, потому что, как говорил, сначала игра не генерирует никого, кроме преступника. К сожалению, несколько человек здесь уже показались, но их легко будет вычислить, потому что вот здесь в дневнике у нас записаны улики. Как я говорил, 4 делайте, не 6. Игра может дать вам возможность 6, но 5 и 6 всегда будут противоречить и путать. А сейчас мы ищем холерика в джинсах, женщину и в рубашке с длинными рукавами. И знаешь, в чем косяк? Сейчас очень жарко. Ориентировка идет по обычному, повседневному казуальному наряду. Сейчас, когда жарко, все вот эти джинсы и длинные рубашки просто не работают. Поэтому все, что у нас фактически есть, это женщина-холерик. Оп, Наоми Слэдж, это я создавал. Это из вот этой восхитительной игры. И я помню, что Наоми у нас не холерик. Вот эту мадам я почему-то знаю. Да, это Виктория Спонсор, это из семьи, в которой я Rex to Riches проходил. В записях стримов есть не только это, но и, допустим, прохождение всех сверхов, прохождение с выкидом и бейсменталом, без цензуры. И вообще сотни часов контента, вот так дополнительно отдельные видосы, записи всех стримов за много лет. По ссылке в описании все это есть. Сами стримы, кстати, открыты, они на Твиче идут. Ссылка на Твич тоже есть в описании. Что-то я с ней не могу лучше познакомиться, а в контактах ее вот так хрен найдешь. Блин, никакой сортировки в игре не предусмотрено. Как удобно. Окей, она разве что угрюмая. Кстати, в джинсах и длинным рукавом. Но это кофта, а не рубашка, и это скорее брюки, а не джинсы даже. Давайте с вами пообщаемся, мадам. И подожди, у меня проницательность куплена? Нет, она критически важна для полицейского и детектива. Очень много ориентировок и наводок связаны с характером и личностью. И когда ты сразу можешь прочитать человека, ты можешь себе представить, насколько все становится проще. Здрасте, че у вас как? Холерик. Попалась, ищи себя в пашмандовках Азербайджана. Ну, я надеюсь, что это она. Опять же, по одежде сложно сказать, но это холерик, женщина. И вау, мы стали знамениты из-за этого. Видимо, это было очень яркое задержание. Мы сейчас не должны ее допрашивать, да, насколько я понимаю? Вот так она выглядит в казуале. Видишь? Джинсы и длинные рукава. Я уверен, что это она, но допросить мы ее не можем. Опять же, мы находимся на обучении. Выполняем обычные задачки, которые подкидывает нам игра. К сожалению, пока за серьезные дела вчерашнего выпускника Академии не могут допустить. Ну, это объяснимо. Ну, знаешь, там же бутылку надо правильно выбрать. Куча нюансов. Мы пока просто трогаем людей и сидим за компьютером. Меня устраивает эта работа. И да, после обысков мы можем не запирать человека в камере, а просто такие: все, бывай, мне нужно поговорить с начальством, ты рассматривай полоски на стене пока. И да, господин начальник, она в ярости и требует снизить уровень преступности. Да, этим мы и займемся. Мы поймаем Снежка, и город сможет спать спокойно. Ах, мы такие полезные. Эй, а куда делся преступник? Она просто вошла в другую камеру, такая: ладно, я погуляю здесь, поразговариваю с людьми. Нет, фотографироваться. Я хочу Зоита. И кто убедил полицейского сесть в камеру? Кто из вас это сделал? Эй, коллега, выходите. Начальница была права, здесь происходит черти что. Но коллекция со снежными шарами уже больше, чем наполовину закрыта. Как и с плакатами в прошлой серии, я уверен, что мы не успеем сейчас из-за рандомности до конца серии все закрыть. Но
Мы двигаемся в неплохом темпе. Эй, тебе не обязательно этого делать. Она такая, черт, дурак, что это такое? Как меня могли на это убедить? Блин. Тебе не стоило, наверное, работать в полиции. Давай, выходим, дружочек. Поговорить я с ней не могу. Выпустить тоже не могу. Что это такое? О, ладно. Это твой выбор. Так, ты не совершай эту ошибку. Не садись в камеру. Не садись в камеру. Если я один здесь останусь работать, этот город не протянет долго. Хотя на самом деле в Rebel Cups я вообще все ачивки собрал. Prison Architect тоже. Знаешь, а может город и не развалится, если мы останемся с ним наедине. Может мы наоборот наведем здесь порядок. Да, вот IQ сесть на стол для еды не хватило. И куда ты пошел? Есть перед начальником. Конечно, демонстрация силы, демонстрация власти. О, да. А я могу жену сюда пригласить, нет? Ах, дело в том, что нам с ней нужно серьезно поговорить. Да, на поверхности все просто идеально. Мы почти выполнили жизненную цель родственная душа. Я, наверное, сейчас ее и выполню. Но дело в том, что, если помните, Аврора полюбила совсем другого парня. Увлекающегося любителя конспирологии и всего такого. Дурного и веселого чела, который преследовал карьеру комика. Она сама преследует карьеру комика. И теперь, когда нужно двигаться туда, на западное побережье, Дель-Соль-Велли, наш Марио предпочитает Сан-Мишуно. Он нашел здесь ответ на тайну своего предка, интересные для него загадки развешаны повсюду, Ангсти, Снежок. И какими бы идеальными со стороны эти отношения не казались, какие бы родственные жизненные цели не выполнялись, все-таки это люди с совершенно разными интересами и взглядами на будущее. Так что, я думаю, Аврору нам нужно отпустить. Ну, то есть сначала... Эй, подушка тебе зачем там понадобилась? И вот теперь, как бы тяжко ему не было, зачем ты на колени встал? Зачем вы оба на колени встали и смерть обсуждаете? Боже мой. Нет, я вообще не в это все начинал. Ладно, они уже начинают ссориться. Ребят, лучше остаться в хороших отношениях. Просто развестись, и каждый пойдет за своей целью. Насчет женитьбы ему вообще брат изначально весь мозг прожужжал. Так что, эй, но тяжело. Я понимаю. Сложная динамика. Ну, они остались друзьями, как видите. Эй, сестра заехала. Приветики, ты вовремя. Да. Нужна поддержка. Эй, подарочки! Гидропонный сад, что? Вот это она принесла с собой. Причуды богатых, оторванных от жизни. Что еще я могу сказать? Большое спасибо, сестренка. Пойдем дальше от нее. Плакаты. Посмотрим. У нас должны обновиться плакаты. Да, там гроза, но последний плакат, который нам остался. Пожалуйста. Крайне низкая вероятность. Но я очень хочу завершить эту коллекцию уже. И да, тяжелые разговоры влияют определенным образом на характер Марио. Периодические нервные срывы. И это снова не тот плакат. Вот сейчас нервный срыв понадобился бы. А с сестрой мы становимся лучшими друзьями. Эй, на следующий день у нас никакого обучения. Мы получаем свое первое дело. О, да, прекрасно. Это что, ведьма Ладно. Мы это дело еще раскроем. Сначала выгоним вот эту мадам. Ее легко убедить, мы помним, она сидела в тюрьме с преступниками. Тем более это место для детективов. Ты какой-то злой, но остальные норм, а вот ты полицейский. Мы получим свое первое дело и начнем все раскрывать. Во-первых, найти Снежка. Это займет чуть больше времени. Плакаты. Остался всего один. Я вспомнил, что показывал кое-что только в одном выпуске. В Нацубэре нет, а именно Нацубэре пересматривают годами, так что покажу здесь. Спасибо, ребята. Смотрите, что вы сделали. Это все вы. Огромное спасибо и этим ребятам, которые поддерживают канал особенно. Ну а кнопки в кадре дальше не будет. И вот почему.